Урок 1. Запрос законопроекта. Простите, можно нам чек, пожалуйста? Конечно. Я вам ее сейчас же принесу. Спасибо. Я благодарна за это. Вот чек для вас. Тебе еще что-нибудь нужно? Нет, вот и все. Теперь я готов заплатить. Хорошо. Позвольте мне обработать ваш платеж. Вы предпочитаете наличные или карту? Я заплачу картой, пожалуйста. Хорошо. Пожалуйста, вставьте карту в картридер. Вот и все. Спасибо. Обработка займет некоторое время. Не торопитесь. Не спешите. Платеж прошел успешно. Вот вам назад ваша карта. Спасибо. Могу ли я получить копию чека, пожалуйста? Конечно. Вот чек для справки. Отлично. Еще раз спасибо за помощь. Урок 2. Изучение культурных чудес Азии. Привет, Анна. Вы бывали в Азии? В прошлом месяце у меня была самая замечательная поездка туда. Привет, Джон. Нет, у меня нет. Звучит невероятно. Куда ты пошел? Я посетил несколько стран, включая Японию, Таиланд и Вьетнам. В каждой из них было свое неповторимое очарование. Ух ты! Это захватывающее место. Какая часть поездки вам больше всего понравилась? Сложно выбрать что-то одно, но посещение древних храмов Японии действительно впечатлило. Могу себе представить. Богатая история и архитектура, должно быть, завораживали. Совершенно верно. А в Таиланде оживленные уличные рынки и вкусная уличная еда были незабываемыми. Я так много слышала о тайской кухне. Наверное, это было кулинарное приключение. Конечно, так и было. Я попробовал различные аутентичные блюда и вкусы, которых раньше не пробовал. Это просто фантастика. А как же Вьетнам? Что вам там запомнилось? Природная красота залива Халонг захватывала дух. Путешествие по известняковым островам было настоящим впечатлением. Я видел фотографии залива Халонг, и он выглядит как рай на земле. Это действительно так. Азия может многое предложить с точки зрения культуры, истории, природы и кухни. Сейчас меня вдохновляет спланировать поездку в Азию. Похоже, это обогащающий и открывающий глаза опыт. Вы не будете разочарованы. В каждой стране есть свои уникальные сокровища, которые ждут своего открытия. Мне не терпится открыть для себя чудеса культуры Азии и создать свои собственные незабываемые воспоминания. Я очень рада за тебя. Путешествия расширяют наш кругозор и помогают нам оценить разнообразие нашего мира. Урок 3. Навигация по автобусной станции. Привет, Анна. Я иду на автобусную станцию. Легко ли это заметить? Привет, Джон. Да,
Это большое синее здание с вывеской. Вы не можете его пропустить. Понял. Я рада, что оно необычное. На автобусной станции обычно многолюдно. Здесь может быть много людей, особенно в часы пик. Но персонал услужливый, так что у вас все будет хорошо. Приятно это знать. Надеюсь, я легко найду подходящий автобус. Не волнуйтесь. Есть четкие указатели, указывающие автобусные маршруты и платформы. Это обнадеживает. Как часто автобусы отправляются со станции? Автобусы обычно ходят по расписанию, поэтому отправляются каждые 15-30 минут, в зависимости от маршрута. Это удобно. Это дает мне некоторую гибкость при планировании поездки. Определенно. Просто проверьте расписание, чтобы избежать задержек или пропусков автобусов. Я учту это. На автобусной станции есть билетная касса. Да, есть билетная касса, где вы можете приобрести билет перед посадкой. Идеальный. Я куплю свой билет там. Есть ли другие удобства на автобусной станции? Да, здесь есть туалеты, зона ожидания, а также несколько магазинов и кафе. Отлично. В ожидании автобуса я могу перекусить. Именно так. Во время путешествия всегда приятно иметь под рукой прохладительные напитки. Спасибо за всю информацию. Вы очень помогли. Урок 4. Продуктивный рабочий день. Привет, Анна. У меня был насыщенный рабочий день. Я отвечала на телефонные звонки, писала письма, подавала документы и вела бухгалтерию. Привет, Джон. Похоже, это продуктивный день. Важно сохранять организованность и эффективно управлять задачами. Совершенно верно. Это помогает поддерживать бесперебойный рабочий процесс и обеспечивает порядок во всем. Я согласен. Были ли у вас сегодня сложные задачи или непредвиденные проблемы? Да, возникла проблема с компьютерной системой, но мне удалось ее устранить и устранить. Отлично! Навыки решения проблем ценны на рабочем месте. Спасибо. Это было немного сложно, но я рад, что смог решить эту проблему. Иногда трудности могут привести к личностному росту и возможностям обучения. Это правда. Я верю в постоянное совершенствование и приобретение новых навыков. Это отличный склад ума. Сотрудничали ли вы с коллегами при выполнении своих задач? Да, я работал над проектом с командой. Мы провели мозговой штурм идей и разделили обязанности. Сотрудничество способствует творчеству и объединяет разные точки зрения. Именно так. Удивительно, как командная работа может повысить производительность и инновации. Были ли у вас перерывы в течение дня, чтобы зарядиться энергией и расслабиться? Да, я делала небольшие перерывы, чтобы растянуться, выпить чашечку кофе и очистить свой разум. Перерывы необходимы для сохранения концентрации внимания и предотвращения эмоционального выгорания. Совершенно верно.
Это помогает мне оставаться бодрым и мотивированным в течение дня. Похоже, вы провели полноценный и продуктивный день на работе. Спасибо. Я стараюсь максимально использовать каждый день и способствовать успеху команды. Продолжайте в том же духе. Ваша преданность делу и трудовая этика достойны восхищения. Я ценю ваши добрые слова. Давайте продолжим стремиться к совершенству в наших начинаниях. Урок 5. Важность страхового покрытия. Привет, Анна. В последнее время я думаю о страховании. Это важно на случай, если что-то пойдет не так. Привет, Джон. Ты абсолютно прав. Страхование обеспечивает финансовую защиту и душевное спокойствие. На что оно распространяется? Я не очень разбираюсь в деталях. Страхование может охватывать различные аспекты, такие как здоровье, дом, автомобиль и даже личные вещи. Это интересно. То есть, если у меня есть страховка на автомобиль, она покроет ущерб в случае аварии. Да, страхование автомобиля обычно покрывает расходы на ремонт или замену автомобиля после аварии или кражи. Это обнадеживает. А как же медицинская страховка? Как оно работает? Медицинское страхование помогает покрывать медицинские расходы, такие как посещение врача, пребывание в больнице и лекарства. Ах, понятно. Важно застраховать непредвиденные медицинские расходы. Совершенно верно. Это снижает финансовое бремя и обеспечивает доступ к необходимым медицинским услугам. Есть ли другие виды страхования, которые обычно есть у людей? Да, у многих людей также есть страхование жилья для защиты своего имущества от повреждения или кражи. В этом есть смысл. Приятно знать, что страхование может обеспечить такой уровень безопасности. Кроме того, существует страхование жизни, которое предлагает финансовую поддержку близким в случае смерти страхователя. Я не думала о страховании жизни. Это способ позаботиться о членах семьи. Действительно, оно обеспечивает безопасность на будущее и может помочь покрыть расходы и обеспечить финансовую стабильность. Спасибо, что вы все это объяснили. Полезно понять, какие виды страхования доступны. Добро пожаловать! Страхование– важный аспект финансового планирования и управления рисками. Совершенно верно. Я обязательно рассмотрю варианты страхования и выберу страховое покрытие, соответствующее моим потребностям. Это мудрое решение. Всегда лучше быть готовым к неожиданностям. Спасибо за рекомендации. Я предприму необходимые меры для обеспечения адекватного страхового покрытия. Урок 6. Сравнение цен. Не только в обычных магазинах. Привет, Анна. Я пытался найти лучшие цены на новый ноутбук. Где еще я могу сравнить цены, кроме обычных магазинов? Привет, Джон. Имеет смысл изучить другие варианты. Онлайн-платформы и сайты сравнения цен– отличное место для начала. Отличная идея.
Какие онлайн-платформы вы рекомендуете для сравнения цен? Среди популярных Amazon, eBay и интернет-магазины, такие как Best Buy и Walmart. Я проверю их. Есть ли конкретные сайты для сравнения цен, которые вы можете предложить? Конечно, такие веб-сайты, как PriceGrabber, Google Shopping и Shopzilla, могут помочь вам сравнить цены в нескольких интернет-магазинах. Это удобно. Я могу легко сравнить цены, не посещая каждый магазин по отдельности. Именно так. Это экономит время и позволяет без особых хлопот найти лучшие предложения. Есть ли другие способы эффективного сравнения цен? Не забывайте о мобильных приложениях. У многих розничных продавцов есть собственные приложения, предлагающие сравнение цен и эксклюзивные скидки. Я этого не осознавал. Мобильные приложения пригодились бы для сравнения цен на ходу. Действительно, они обеспечивают удобство и информацию в реальном времени под рукой. Спасибо за предложение. Я рассмотрю эти варианты, чтобы найти лучшие предложения на нужный мне ноутбук. Добро пожаловать! Я рада, что смогла помочь. Не забудьте также учитывать такие факторы, как стоимость доставки и отзывы клиентов. Это хорошие замечания. Я учту все эти факторы перед покупкой. Мудрое решение. Важно сделать осознанный выбор и получить наилучшие соотношения цены и качества. Совершенно верно. Я ценю ваше руководство. При сравнении цен всегда приятно иметь варианты. Я с радостью помогу. Желаю вам успеха в поиске идеального ноутбука по отличной цене. Спасибо. Ваш совет оказался ценным. Я сейчас же начну поиски. Урок 7. Изобретение фонографа. Привет, Анна. Знаете ли вы, что когда Эдисон изобрел эту машину в 1877 году, впервые кто-либо мог записывать и воспроизводить звук? Привет, Джон. Да, это было новаторское изобретение. Фонограф произвел революцию в том, как мы воспринимаем и сохраняем звук. Это просто невероятно. Как работал фонограф? Фонограф имел вращающийся цилиндр с канавками. Стилус прослеживал канавки, преобразуя звуковые колебания в физические отпечатки. Значит, отпечатки на цилиндре будут воспроизводить звук при воспроизведении. Именно так. Стилус будет следовать за отпечатками, вибрировать и воспроизводить записанный звук. Это очень интересно. Не могу себе представить, как люди тогда отреагировали на это нововведение. Это было действительно чудо. Люди были поражены способностью записывать и воспроизводить звуки, включая музыку и произнесенные слова. Понимаю, почему. Должно быть, это открыло целый новый мир возможностей. Совершенно верно. Фонограф заложил основу для развития современных технологий записи и воспроизведения звука. Невероятно, как далеко мы продвинулись с тех пор. Теперь у нас есть усовершенствованные устройства для потоковой передачи музыки и аудио. Технологии,
безусловно, продвинулись вперед, и звук стал более доступным и удобным для всех. Есть ли другие важные изобретения, последовавшие за фонографом? Да, фонограф заложил основу для разработки других аудиоустройств, таких как граммофон и, в конечном итоге, современный проигрыватель пластинок. Ах, поэтому фонограф проложил путь к эволюции музыкальных плееров. Точно. Это стало ступенькой на пути к устройствам, которые мы используем сегодня для прослушивания музыки и аудиозаписей. Я нахожу историю аудиотехнологий увлекательной. Удивительно видеть, как все началось с фонографа. Это свидетельство человеческих инноваций и нашего стремления запечатлеть и воспринимать звук новыми и интересными способами. Совершенно верно. Я благодарна таким изобретателям, как Эдисон, которые расширили границы возможного. Их вклад сформировал мир, в котором мы живем сегодня. Мы во многом обязаны их изобретательности и настойчивости. Спасибо, что поделились этой информацией. Было очень интересно узнать об истоках аудиозаписи. Добро пожаловать! Я рад, что смог поделиться с вами этой увлекательной частью истории. Я благодарна за это. Всегда интересно вникать в истории, лежащие в основе новаторских изобретений. Не могу не согласиться с этим. Если у вас есть еще вопросы или вы хотите изучить другие темы, не стесняйтесь спрашивать. Спасибо. Я учту это. Мне не терпится продолжать расширять свои знания. В этом и заключается дух. Обучение — это путешествие длиною в жизнь. Наслаждайтесь исследованиями и открытиями. Я так и сделаю. Еще раз благодарю вас за ваши идеи и поддержку. Урок 8. Задачи и планы на случай непредвиденных обстоятельств. Привет, Анна. Вы когда-нибудь сталкивались с проблемами, когда наличие плана действий в чрезвычайных ситуациях имело решающее значение? Безусловно, привет, Джон. Планы на случай непредвиденных обстоятельств необходимы при возникновении неожиданных препятствий. Можете ли вы привести пример ситуации, когда план действий в чрезвычайных ситуациях спас ситуацию? Конечно, предположим, что вы организовываете мероприятие на открытом воздухе, и внезапный дождь угрожает его испортить. Наличие крытого запасного места было бы спасением. В этом есть смысл. Важно рассмотреть альтернативные варианты снижения рисков. Именно так. Планирование непредвиденных сценариев помогает свести к минимуму влияние проблем на ваши цели. Есть ли другие случаи, когда план действий в чрезвычайных ситуациях был бы полезен? Допустим, вы работаете над проектом в сжатые сроки. Наличие запасного члена команды на случай, если кто-то заболеет, обеспечивает непрерывность работы. Ах, наличие запасного специалиста гарантирует, что проект не будет остановлен из-за непредвиденных обстоятельств. Точно. Речь идет о том, чтобы быть готовыми к неожиданностям и найти решения, позволяющие не отставать от графика. Какие шаги мы можем предпринять для разработки эффективного плана действий в чрезвычайных ситуациях? Во-первых, определите потенциальные риски и проблемы, которые могут возникнуть. Затем проведите мозговой штурм альтернативных подходов или решений для каждого сценария. Итак, речь идет о том,
чтобы предвидеть разные возможности и составить план Б для каждой из них. Да, наличие нескольких вариантов резервного копирования повышает ваши шансы на успешное решение непредвиденных проблем. Это хорошая стратегия. Она обеспечивает чувство безопасности и уверенности в условиях неопределенности. Совершенно верно. Это поможет вам сохранять инициативу и адаптироваться к неожиданным событиям. Есть ли что-то еще, что мы должны учитывать при создании плана действий в чрезвычайных ситуациях? Общение жизненно важно. Убедитесь, что все участники проекта или мероприятия осведомлены о планах резервного копирования и их роли в их реализации. Четкая коммуникация позволяет всем быть на одной волне и при необходимости действовать быстро. Точно. Это сводит к минимуму путаницу и позволяет скоординированно реагировать на вызовы. Спасибо, что поделились этими идеями. Наличие плана действий на случай непредвиденных обстоятельств кажется крайне важным в различных аспектах жизни. Добро пожаловать! Действительно, это ценный инструмент для управления рисками и поддержания прогресса в достижении наших целей. Я обязательно включу планирование на случай непредвиденных обстоятельств в свои будущие начинания. Это ценный урок. Приятно это слышать. Всегда лучше быть готовым, чем застать врасплох. Совершенно верно. Еще раз спасибо за ваши рекомендации и опыт. Мне очень приятно. Если у вас есть еще вопросы или вам нужна дополнительная помощь, не стесняйтесь спрашивать. Я благодарна за это. Я обязательно свяжусь с вами, если мне понадобятся дополнительные разъяснения. Хорошего дня! Урок 9. Изучение альтернатив. Привет, Анна. Если я не смогу прийти на собрание, могу ли я еще чем-нибудь заняться? Прошу прощения за доставленные неудобства. Привет, Джон. Никаких проблем. Если вы не можете присутствовать, возможно, вы могли бы отправить подробное электронное письмо с изложением ваших мыслей или идей. Отличное предложение. Я все равно могу внести свой вклад, даже если не смогу приехать лично. Совершенно верно. Ваш вклад ценен, и важно найти альтернативные способы участия. Спасибо за понимание. Приятно знать, что есть варианты, когда возникают непредвиденные обстоятельства. Определенно. Всегда полезно иметь запасные планы или альтернативные подходы в различных ситуациях. Есть ли другие случаи, когда изучение альтернатив может быть полезным? Допустим, вы планируете отпуск, и выбранный вами пункт назначения полностью забронирован. Изучение других похожих мест может стать отличной альтернативой. Ах, поэтому открытость альтернативам позволяет нам адаптироваться и находить подходящие варианты. Именно так. Это расширяет наши возможности и помогает нам находить решения в тех случаях, когда наш первый выбор недоступен. Я вижу, как изучение альтернатив может открыть новые возможности и получить новые впечатления. Действительно, гибкость и непредубежденность могут привести к неожиданным открытиям и положительным результатам. Какие шаги мы можем предпринять для эффективного изучения альтернатив? Начните с определения своей основной цели или задачи.
Затем обдумайте различные пути или варианты, которые помогут вам достичь этой цели. Итак, речь идет о рассмотрении различных подходов, которые могут привести к одному и тому же желаемому результату. Да, речь идет о творческом подходе и изобретательности в поиске различных способов достижения своей цели. Это ценный навык. Это позволяет нам адаптироваться и преодолевать трудности. Совершенно верно. Это помогает нам преодолеть неопределенности и найти подходящие для нас решения. Спасибо, что поделились этими идеями. Изучение альтернатив — это важнейший образ мышления. Добро пожаловать! Гибкость и рассмотрение различных вариантов могут значительно расширить наши возможности по решению проблем. Я учту это и постараюсь быть более открытым к альтернативам в будущем. Это ценный урок. Приятно это слышать. Это открывает новые возможности и увеличивает ваши шансы на успех. Я ценю ваше руководство и опыт. Было приятно обсудить с вами эту тему. Удовольствие мое. Если у вас есть еще вопросы или вам нужна дополнительная помощь, не стесняйтесь обращаться к нам. Спасибо. Я обязательно учту это. Хорошего дня. Урок 10. Сохраняйте спокойствие и следуйте инструкциям. Привет, Анна. Я была удивлена тем, как важно сохранять спокойствие и следовать инструкциям. Привет, Джон. Действительно, сохранять спокойствие и следовать инструкциям могут иметь решающее значение в различных ситуациях. Можете ли вы привести пример, когда спокойствие и следование инструкциям сыграли свою роль? Конечно, предположим, что вы находитесь в кризисной ситуации. Сохранение спокойствия позволяет вам ясно мыслить и эффективно следовать аварийным протоколам. Ах, поэтому спокойствие и следование инструкциям могут помочь обеспечить нашу безопасность и безопасность других. Совершенно верно. Это помогает поддерживать порядок и способствует скоординированному реагированию на сложные ситуации. Есть ли другие случаи, когда важно сохранять спокойствие и следовать инструкциям? Давайте рассмотрим обстановку в классе. Когда учитель дает инструкции, их внимательное следование обеспечивает беспрепятственное обучение для всех. Понимаю. Следуя инструкциям, мы сможем избежать путаницы и максимально использовать возможность обучения. Точно. Это помогает создать структурированную среду, в которой каждый может извлечь пользу из урока. Какие шаги мы можем предпринять, чтобы сохранять спокойствие и эффективно следовать инструкциям? Сначала сделайте глубокий вдох и сосредоточьтесь на настоящем моменте. Затем внимательно выслушайте инструкции и при необходимости попросите разъяснений. Итак, речь идет о внимательном и активном выполнении данных инструкций. Да, внимательность и постоянное присутствие в данный момент помогут вам понять инструкции и точно следовать им. Это ценный навык. Это позволяет нам более эффективно и результативно решать различные задачи. Совершенно верно. Это способствует созданию позитивной учебной и рабочей среды. Спасибо, что поделились этими идеями. Для успеха необходимо сохранять спокойствие и следовать инструкциям. Добро пожаловать!
Этот навык может принести нам пользу во многих сферах жизни. Я постараюсь сохранять спокойствие и следовать инструкциям в повседневной деятельности. Это ценный урок. Приятно это слышать. Это повысит вашу производительность и будет способствовать вашему личному и профессиональному росту. Я ценю ваше руководство и опыт. Было приятно обсудить с вами эту тему. Удовольствие мое. Если у вас есть еще вопросы или вам нужна дополнительная помощь, не стесняйтесь спрашивать. Спасибо. Я обязательно свяжусь с вами, если мне понадобятся дополнительные разъяснения. Хорошего дня! Урок 11. Принятие рисков и использование возможностей. Привет, Анна. С самыми глубокими радостями жизни вы рисковали всем здесь. Что заставило тебя сделать такой смелый шаг? Привет, Джон. Иногда самые большие возможности открываются, когда мы принимаем взвешенные риски и выходим из зоны комфорта. Можете ли вы привести пример ситуации, когда риск привел к большим вознаграждениям? Конечно, предположим, что у вас есть инновационная бизнес-идея. Риск и создание собственного предприятия может привести к огромному успеху и самореализации. Итак, принимая на себя риски, мы открываем перед собой новые возможности и потенциальные выгоды. Совершенно верно. Это требует мужества и готовности противостоять неопределенности, но вознаграждение может быть необычайным. Есть ли другие сферы жизни, в которых риск может быть полезен? Давайте рассмотрим личностный рост. Попытка получить новый опыт или преследовать сложные цели могут привести к самопознанию и личностному развитию. Понимаю. Принимая на себя риски, мы позволяем себе расти и расширяться, выходя за рамки наших нынешних ограничений. Точно. Речь идет о расширении границ и раскрытии всего нашего потенциала. Какие шаги мы можем предпринять для эффективного управления рисками и использования возможностей? Начните с оценки потенциальных рисков и выгод. Затем соберите информацию, составьте план и уверенно принимайте меры. Итак, прежде чем сделать шаг, нужно подготовиться и принять обоснованные решения. Да, взвешенные риски повышают наши шансы на успех и сводят к минимуму потенциальные негативные последствия. Это ценное мышление. Оно побуждает нас проявлять инициативу и использовать возможности по мере их появления. Совершенно верно. Это позволяет нам максимально использовать открывающиеся перед нами возможности. Спасибо, что поделились этими идеями. Принятие рисков и использование возможностей – это мощная концепция. Добро пожаловать! Это может привести к жизни, полной энтузиазма, роста и удовлетворения. Я буду помнить об этом и буду готова пойти на риск для достижения своих целей. Это ценный урок. Приятно это слышать. Принятие рисков может привести к выдающимся впечатлениям и достижениям. Я ценю ваше руководство и опыт. Было приятно обсудить с вами эту тему. Удовольствие мое. Если у вас есть еще вопросы или вам нужна дополнительная помощь, не стесняйтесь обращаться к нам.
Спасибо. Я обязательно свяжусь с вами, если мне понадобятся дополнительные разъяснения. Хорошего дня. Урок 12. Баланс между суверенитетом и сотрудничеством. Привет, Анна. Отказавшись от части суверенитета на гораздо более раннем этапе, если бы мы действовали с самого начала, мы бы добились лучших результатов. Что вы думаете по этому поводу? Привет, Джон. Действительно, поиск правильного баланса между суверенитетом и сотрудничеством может привести к более благоприятным результатам в различных ситуациях. Можете ли вы привести пример того, как раннее сотрудничество и совместный суверенитет были бы полезны? Конечно, предположим, что мы работаем над командным проектом. Сотрудничая с самого начала и разделяя полномочия по принятию решений, мы можем использовать разные точки зрения и добиваться более качественных результатов. Ах, поэтому, приняв сотрудничество и отказавшись от контроля, мы сможем использовать коллективную мудрость и улучшить наши результаты. Совершенно верно. Это воспитывает чувство единства, способствует творчеству и повышает вероятность успеха. Есть ли другие контексты, в которых важно сбалансировать суверенитет и сотрудничество? Давайте рассмотрим международные отношения. Участие в дипломатии и создание альянсов часто требует от стран идти на компромисс и делиться суверенитетом ради всеобщего блага. Понимаю. Работая вместе и разделяя суверенитет, страны могут более эффективно решать глобальные проблемы. Точно. Речь идет о признании взаимосвязанности нашего мира и преимуществ коллективных действий. Какие шаги мы можем предпринять, чтобы найти баланс между суверенитетом и сотрудничеством? Все начинается с открытого общения и готовности выслушать разные точки зрения. Затем, поиск точек соприкосновения и Таким разработка образом, взаимовыгодных речь идет о соглашений. развитии диалога, укреплении доверия и поиске взаимовыгодных решений. Да, это требует коллективного подхода и сосредоточения внимания на долгосрочных выгодах, а не на краткосрочных выгодах. Это важный принцип. Он поощряет сотрудничество и способствует прогрессу в более широком масштабе. Совершенно верно. Это прокладывает путь к инновациям, всеобщему процветанию и устойчивому развитию. Спасибо, что поделились этими идеями. Баланс между суверенитетом и сотрудничеством необходим для коллективного успеха. Добро пожаловать! Эта концепция может привести к положительным результатам на разных уровнях. Я буду помнить об этом и постараюсь найти правильный баланс между суверенитетом и сотрудничеством в своих начинаниях. Это ценный урок. Приятно это слышать. Это будет способствовать вашему росту и эффективности в разных сферах жизни. Я ценю ваше руководство и опыт. Было приятно обсудить с вами эту тему. Урок 13. Создание продуктивного утреннего распорядка. Привет, Анна. Начинать с малого и постепенно добавлять занятия. Отличный способ наладить продуктивный утренний распорядок дня. Что вы думаете по этому поводу? Привет, Джон. Я полностью согласен. Хорошо структурированный утренний распорядок дня задает тон на оставшуюся часть дня. С каких занятий вы бы порекомендовали начать, чтобы начать продуктивную утреннюю рутину? Я предлагаю начать с простых задач, таких как растяжка,
увлажнении и определения намерений на день. Ах, поэтому, используя эти занятия, мы можем улучшить свое физическое и психическое благополучие с самого начала. Совершенно верно. Это помогает нам чувствовать себя отдохнувшими, сосредоточенными и готовыми к решению повседневных задач. Есть ли другие занятия, которые мы можем постепенно добавить в свой утренний распорядок дня для максимальной эффективности? Да, когда мы освоимся с начальными занятиями, мы можем добавить к ним такие вещи, как медитация, физические упражнения или чтение. Понимаю. Постепенно расширяя свой распорядок дня, мы можем развивать привычки, способствующие личностному росту и производительности. Точно. Речь идет о поиске баланса между деятельностью, которая заряжает нас энергией, и деятельностью, способствующей достижению наших целей. Какую пользу мы можем ожидать от хорошо структурированного утреннего распорядка дня? Продуктивная утренняя рутина может повысить общую производительность, улучшить ясность ума и снизить уровень стресса. Звучит фантастически. Невероятно, как несколько простых занятий могут оказать такое положительное влияние. Совершенно верно. Небольшие изменения в утреннем режиме могут привести к значительным изменениям в нашем общем самочувствии. Какие советы вы можете дать, как поддерживать постоянство в утренней рутине? Очень важно расставить приоритеты и посвятить себя рутине. Определенное время и создание благоприятной среды могут помочь. Итак, речь идет о том, чтобы создать привычку и целенаправленно придерживаться ее. Да, постоянство– ключ к использованию преимуществ продуктивной утренней рутины. Спасибо, что поделились этими идеями. Создание продуктивного утреннего распорядка– ценная практика. Добро пожаловать! Это простой, но эффективный способ начать свой день с чистого листа. Я обязательно включу эти предложения в свой утренний распорядок дня. Этот урок стоит усвоить на практике. Приятно это слышать. Уверен, что это окажет положительное влияние на вашу повседневную жизнь. Урок 14. Понимание ордеров на обыск и конфиденциальности персональных данных. Привет, Анна. Ордеры на обыск крайне важны для защиты людей от произвольного вторжения полиции в их собственность. Что вы думаете по этому поводу? Привет, Джон. Я полностью согласен. Ордеры на обыск гарантируют соблюдение правоохранительными органами прав на неприкосновенность частной жизни. Можете ли вы объяснить, что такое ордер на обыск и как он работает? Ордер на обыск– это юридический документ, выданный судьей и разрешающий полиции обыскивать конкретное место в поисках доказательств преступления. Ах, таким образом, это мера предосторожности, направленная на предотвращение необоснованных обысков и защиту людей от необоснованного вторжения. Именно так. Это гарантирует, что обыски основаны на вероятных причинах и одобрены независимым органом. Каким критериям необходимо соответствовать для выдачи ордера на обыск? Как правило, полиция должна доказать судье, что есть веские основания полагать, что преступление было совершено и что доказательства преступления можно найти в указанном месте. Понимаю. Таким образом, для поиска должна быть разумная основа,
подкрепленное доказательствами или надежной информацией. Да. 4-я поправка к Конституции США защищает от необоснованных обысков и требует выдачи ордера на основании веских причин. Существуют ли какие-либо исключения из требования о выдаче ордера на обыск? Да, есть некоторые исключения, например, когда существует непосредственная угроза общественной безопасности или когда доказательства находятся на виду. В этом есть смысл. В некоторых неотложных ситуациях правоохранительные органы должны действовать оперативно для обеспечения общественной безопасности. Точно. Однако эти исключения тщательно определены, чтобы предотвратить злоупотребление властью. Что произойдет, если полиция проведет обыск без действительного ордера? Если обыск проводится без действительного ордера или выходит за рамки исключений, полученные доказательства могут быть признаны судом неприемлемыми. Ах, поэтому полиции важно соблюдать надлежащие процедуры для защиты целостности судебного процесса. Совершенно верно. Соблюдение принципов надлежащего судебного разбирательства и защиты индивидуальных прав имеет решающее значение. Спасибо, что поделились этими идеями. Понимание ордеров на обыск и неприкосновенности частной жизни крайне важно для справедливого общества. Добро пожаловать! Важно, чтобы каждый знал о своих правах и действующих гарантиях. Я обязательно учту эти принципы и буду выступать за защиту частной жизни. Приятно это слышать. Знание и осведомленность – мощные инструменты защиты наших прав. Я ценю ваше руководство и опыт. Было приятно обсудить с вами эту тему. Урок 15. Бронирование подходящего номера. Привет, Анна. Ты знаешь, как забронировать подходящий номер? Могу я вам чем-нибудь помочь? Привет, Джон. Да, мне нужна комната, подходящая для деловой встречи. Можете ли вы помочь мне в этом? Абсолютно. Каковы ваши предпочтения в отношении комнаты? Какие-либо особые требования? Я бы предпочла просторный зал со столом для переговоров и аудиовизуальным оборудованием. Отлично. Сколько человек будет присутствовать на собрании? Мы ожидаем около 12 участников, поэтому в зале должно быть комфортно разместиться их количество. Отмечено. И на какую дату и время вы хотите забронировать номер? Нам нужен номер на следующий понедельник с 9 часов до 13 часов. Понятно. Позвольте мне проверить наличие свободных мест на этот день и время. Спасибо. Я ценю вашу помощь. Хорошие новости. У нас есть подходящее помещение для вашей встречи в этот день. Это просто фантастика. Не могли бы вы предоставить мне детали и стоимость? Пожалуйста. Конечно. Номер расположен на 5 этажей, а стоимость 4-часового бронирования составляет $150. Для нас это хорошо работает. Пожалуйста, забронируйте для нас номер. Подойдет. Я подтвержу бронирование и вышлю вам детали по электронной почте. Идеальный.
Еще раз спасибо за помощь. Я с нетерпением жду подтверждения. Добро пожаловать. Мне было приятно помочь вам. В ближайшее время вы получите подтверждение. Урок 1. Изучение сложных пешеходных маршрутов. Привет, Анна. Ты когда-нибудь ходил по крутой тропе в близлежащем горном массиве? Привет, Джон. Нет, у меня нет. Ух ты, звучит очень интенсивно. Как вы его нашли? Это было довольно сложно, но захватывающие дух виды по дороге того стоили. Звучит потрясающе. Мне всегда хотелось попробовать такой сложный поход. Это, безусловно, отличный способ расширить свои возможности и соединиться с природой. Вы готовы к приключениям. Абсолютно. Я всегда готова попробовать что-то новое и заняться активным отдыхом на свежем воздухе. В этом и заключается дух. Просто хорошо подготовьтесь, возьмите с собой подходящее походное снаряжение и достаточное количество воды. Конечно, безопасность прежде всего. Я обязательно возьму с собой все необходимое, чтобы избежать обезвоживания на протяжении всего похода. Также важно соблюдать темп и делать перерывы при необходимости. Прислушивайтесь к своему телу и наслаждайтесь путешествием. Я учту это. Дело не только в том, чтобы добраться до места назначения, но и в получении удовольствия от процесса. Именно так. Пешие прогулки не только физически сложны, но и освежают психику и бодрят. Представляю, как приятно преодолевать трудную тропу и быть окруженным красотой природы. Это действительно невероятный опыт. Вы почувствуете чувство выполненного долга и глубокую связь с природой. Мне не терпится отправиться в это приключение. Спасибо, что вдохновили меня исследовать сложные пешеходные тропы. Добро пожаловать! Природа может многое предложить, и приятно делиться этим опытом с другими. Не могу не согласиться с этим. Давайте по пути насладимся красотой природы и бросим себе вызов. Совершенно верно. Здесь вас ждет множество незабываемых походов и радость открытия новых горизонтов. Урок 17. Эффективная упаковка. Привет, Анна. Эффективная упаковка очень важна во время путешествий. У вас есть какие-нибудь советы? Привет, Джон. Да, безусловно. Наличие упаковочного листа помогает оставаться организованным. Отличная идея. Какие предметы должны быть в упаковочном листе? Начните с предметов первой необходимости, таких как одежда, туалетные принадлежности и проездные документы. Должен ли я брать с собой специальную одежду для разных погодных условий? Да, учитывайте климат места назначения и упаковывайте их соответствующим образом. Есть предложения по максимальному увеличению места в чемодане. Чтобы сэкономить место, сверните одежду, а не складывайте ее. Хороший совет. А как насчет туалетных принадлежностей и жидкостей? Используйте контейнеры для путешествий и положите их в прозрачную сумку с застежкой-молнией для облегчения проверки безопасности. Я всегда что-то забываю. Как мне этого избежать?
Составьте контрольный список и отмечайте предметы по мере их упаковки. Это разумный способ оставаться организованным. Какие-нибудь другие советы по упаковке? Возьмите с собой универсальные вещи, которые можно комбинировать и комбинировать для создания разных нарядов. В этом есть смысл. Я запомню это. Спасибо. Урок 18. Охота за квартирой. Привет, Анна. Найти квартиру с балконом было бы приятным бонусом, тебе не кажется? Привет, Джон. Согласен. Было бы здорово иметь место на открытом воздухе. А как насчет тренажерного зала в здании? Это позволило бы нам сэкономить на отдельном членстве. Совершенно верно. Тренажерный зал будет удобен и поможет нам оставаться активными. Какие еще удобства вы считаете важными в квартире? В моем списке будут парковочное место, прачечная и безопасный вход. Хорошие моменты. Местоположение также имеет решающее значение. Есть ли предпочтение по району? Я бы предпочел район с легким доступом к общественному транспорту и удобствам. В этом есть смысл. Мы также должны учитывать размер и планировку квартиры. Определенно. Нам понадобится достаточно места для мебели и функциональная планировка. Как насчет бюджета? Какой ассортимент нам удобен? Давайте будем стремиться к бюджету, который позволит нам комфортно покрывать расходы на аренду и другие расходы. Согласовано. Мы также должны учитывать любые дополнительные расходы, такие как коммунальные услуги и техническое обслуживание. Совершенно верно. Важно иметь четкое представление обо всех связанных с этим расходах. Верно. Давайте начнем поиск квартиры и учтем эти соображения. Похоже на план. Давайте найдем нашу идеальную квартиру. Удачи! Спасибо. Я ценю вашу поддержку. Давайте сохраним позитивный настрой и найдем место своей мечты. Урок 19. Гостиничный сервис. Привет, Анна. Мне нужны дополнительные полотенца и туалетные принадлежности в моей комнате. Можете ли вы помочь? Привет, Джон. Заметил. Я также позабочусь о том, чтобы их привезли в ваш номер. Спасибо. Я ценю вашу помощь. Добро пожаловать. С удовольствием помогу вам. Кстати, вы предлагаете обслуживание номеров в этом отеле. Да, у нас есть. Вы можете заказать блюдо из меню в своем номере и заказать доставку. Это удобно. Возможно, я закажу ужин сегодня вечером. Отличный выбор. Наше меню доставки еды и напитков в номер предлагает множество вкусных блюд. Есть ли поблизости рестораны или кафе, которые вы бы порекомендовали? Да, в нескольких минутах ходьбы есть несколько хороших вариантов. Могу дать рекомендации. Это было бы полезно. Я хотел бы познакомиться с местной кухней. Я буду рад предоставить вам список рекомендуемых мест для ужина.
Спасибо. Ваша помощь неоценима.